вашем городе уже тепло, и вы спокойно можете выйти на пляж в купальнике и загорать. Но если вас что-то до сих пор не устраивает в вашем теле, конечно же, нужно что-то делать. Все девушки судорожно начинают рыться в интернете и искать какую-то новую, модную, быструю диету. И тут на их глаза попадается слово «сушка». Конечно же, рядом мелькают красивые фотографии девушек в бикини, с красивым рельефным телом, и, конечно же, хочется такого же. Но давайте сначала разберемся, что такое сушка. Сушка — это не значит, что вы будете сидеть, есть сушки и запивать их чаем. В первую очередь, это строжайшая диета. Хочу подчеркнуть слово «диета», потому что в вашем питании будет очень много ограничений. Сушка тела — это избавление от жировой прослойки с максимальным сохранением вашей мышечной массы. Сразу хотелось вам донести то, что сушка нужна далеко не каждому. Постоянно ограничивать себя и сушиться организму просто противопоказано. В основном сушка — это как конечный этап у профессиональных спортсменов перед соревнованиями. Итак, самое главное, как максимально уменьшить нашу жировую прослоечку, при этом сохранив мышечную массу. Существует очень много мнений, вариантов питания, и вот самые основные правила. Самое главное, что сушка не начинается никогда резко. За 2-3 недели до сушки вы должны свести к максимуму ваши белки и к минимуму углеводы. То есть сделать так, чтобы ваш организм привык к новому режиму питания. Никакие сладости, печеньки, этого ничего не будет, так что готовьтесь. Сушка делится на 4 периода. Первый период — это низкоуглеводная диета. Белков в вашем питании должно быть 50-60%, жиров 10-20%, все остальное — это углеводы. Такой период может продлиться от 4 до 6 недель. Во втором периоде уже безуглеводная диета, когда белков уже 80%, жиров 20% и минимум углеводов. Здесь длительность зависит от вашего желаемого результата, но слишком затягивать этот период я бы не советовала, потому что все-таки здоровье важнее. На этом периоде я бы все-таки советовала уже остановиться, потому что третий период самый сложный. На третьем периоде уже идет безуглеводная диета плюс слив воды. Максимум белков, минимум жиров и никаких углеводов. Плюс минимум воды, что очень тяжело. Больше недели здесь не продержитесь. Нервозность, бессилие, головокружение вам просто обеспечено. И последний, четвертый период нашей сушки — это углеводная загрузка. Когда наши мышцы сузились от недостатка углеводов и воды, они стали больше потреблять теперь полезных веществ. И перед соревнованиями за 2-3 дня мы принимаем углеводы с низким гликемическим индексом. Итак, если это сушка для девушек, то ваше питание должно состоять из таких продуктов. Итак, первое — это базовые продукты. Эти продукты вы можете есть сколько угодно, когда угодно, в любых количествах. Единственное, то, что солить лучше поменьше. И из приправ лучше использовать разные травы или сок имбиря. Как пример, это яйца, белок. Желток нам не нужен, выбрасываем, отдаем врагу в свежем или вареном виде. Потом это куриное филе, то же самое можно запечь в духовке или сварить в пароварке, как вам больше нравится, но ничего жареного, опять же, сковородку мы не трогаем вообще. Потом филе кальмара, то же самое варим, парим, как угодно. И рыба белая, желательно не жирная, то же самое варим, парим, как вам больше нравится. Дальше у нас идут углеводы. Эти продукты мы контролируем по содержанию углеводов в том или ином продукте по таблице. Их очень-очень много в интернете. Из продуктов у нас идет зелень, капуста, огурцы, самые бедные углеводами овощи. Из круп это овсянка, гречка и макароны из ржаной муки. Молочные продукты под запретом, так как они содержат много молочного сахара. Жиры лучше вообще исключить, мы их будем брать из базового питания. Насчет воды, лучше воду пить в чистом виде, но допускается зеленый чай или имбирный, без сахара, конечно же. Также сушка имеет некоторые противопоказания. Будьте здесь очень внимательны. Вам нельзя сушиться, если у вас сахарный диабет, заболевания почек, болезни печени и поджелудочной железы, болезни кишечника и желудка. Ну и, конечно же, если вы беременны и кормите грудью. Также я посоветовала бы вам
проконсультироваться с врачом, потому что могут быть индивидуальные противопоказания, но мне кажется, что любой врач был бы против такой диеты. Так что вот она такая сушка. Конечно же, вариант, когда вы сидите без воды очень долго, это вариант только для профессиональных спортсменов. Также будьте внимательны, если у вас слишком много лишних килограммов, сушка вам тоже не подойдет, потому что все-таки это кратковременная диета. А если у вас немного лишних килограммов и вам скинуть буквально 2-3 килограмма нужно, вам больше подойдет путь белково-углеводное чередование. Если вы хотите узнать об этом побольше, ставьте пальчики вверх, и я вам сниму видео поподробнее. Но вы должны понимать, если вы не занимаетесь спортом вообще, то когда вы уберете эту жировую прослойку с помощью сушки, у вас останутся просто кости, обтянутые кожей. И, естественно, эта кожа будет у вас висеть. А если мы занимаемся спортом и чувствуем, что мы достаточно уже поднабрали мышечной массы, то, конечно, можно подсушиться уже. Ну что ж, я думаю, вы сделали определенные выводы для себя, и мое видео стало для вас в чем-то полезным. Будьте здоровы, всем удачи, пока!